Всем привет! В этом видео хочу показать интересную самодельную стойку сверлильного станка. Сделана, грубо говоря, из запчастей автомобиля и просто металлолома. То есть подача сама происходит за счет вот такого ремня. Ролики от Таврии, ремень от Таврии, ролик тоже от Таврии и вот этот ролик тоже от Таврии. Ну и вот так это все происходит. То есть поворачиваем ручки и происходит опускание самого сверлильного станка. Значит, весь механизм устроен каким образом? Есть рычаг, который через пружину натягивает наш ремень. Ну, я думаю, понятно. Ремень тут идет сюда и сюда. Вверху просто заклепан обычной заклепкой, то есть подогнан под размер. Далее зубцы самого ремня проходят через вот эту шестерню, я надеюсь, видно ее. И с помощью ее весь механизм поднимается, опускается. Подъем его где-то в районе 120 мм. Сам сверлильный станок поднимается по квадратной трубе. Тоже квадратная труба, но с обратной стороны есть подшипники. То есть благодаря этим подшипникам убирается сам люфт. И за счет этого происходит легкое движение. И вот подшипники. Вот этими барашками, раз барашек, два барашек на каждой паре подшипников можно вот этими барашками регулировать, сам убирать зазор, выставлять легкость движения самой стойки. Вместо ручек использованы шаровые с рулевых опор. Как видим. Ну, вся конструкция, остальное, в принципе, я думаю, тут просто. Просто уголок, металл. С обычной трубы сделанный хомут для зажатия самой дрели. Далее площадка, конечно, форма интересная, но есть момент, вот, допустим, сверлильные тиски. Для того, чтобы выставить тиски в нужное место, вот этими винтами ослабляется, и тиски можно двигать вперед-назад, вправо-лево, выставить точный размер. Как видим, выставили точный размер, зажимаем. Тут просто наборы пластин, как видим. Есть. И у нас выставленный размер, где сверлить. Значит, и есть ориентировочная линейка, стоит до 120 мм. Можно ориентироваться, на какую глубину мы просверлили. Она находится тут, и по самому кронштейну можно ориентироваться, насколько она погрузилась. То есть по отношению к ней, насколько поднялась или опустилась стойка сама. Ну и продемонстрируем, как сверлит. Интересно выполнена конструкция. Обычно подъем, опускание делают на цепи, допустим, от мотоциклов, мопедов, велосипедов и так далее. А тут использован вот такой ремешок. Ну, всем спасибо.
Пока-пока.